Привет! Сегодня у нас распаковка телефона Poco M4 Pro 5G. Распаковка и совсем небольшой обзор в этом видео будет, а в других видео смотрите, также будет полный более обзор на этот телефон Poco M4 Pro и сравнение с телефоном Poco M3. Телефон Poco M4 Pro 5G это модель 11 ноября 2021 года вышла. Купил я этот телефон в июне 2022 года за цену 11 500 рублей на Алиэкспрессе за версию 4 на 64, то есть 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти. Я считаю, что если вам оперативка не сильно важна, то лучше покупать чуть дешевле версию с 64 гигабайтами и дополнительно купить флеш-карту на 64 гигабайта либо больше, потому что флеш-карту вы сможете потом вставить в другой телефон, когда будете обновлять телефон через несколько лет, а с памятью, которая встроена в телефоне, вы уже ничего не сделаете, только переплатите деньги. Ну, правда, здесь есть, конечно, разница и в оперативной памяти. В этой версии 4 гигабайта оперативной памяти, в версии 128 гигабайт памяти уже будет 6 гигабайт оперативной памяти. Ладно, давайте приступим к распаковке. Я еще не смотрел, что тут прислали наши друзья китайцы. Поэтому в прошлый раз, когда я заказывал Poco M3, мне пришел телефон, в принципе, целый, но в мятой упаковке. Упаковка была мятая, и вследствие этой мятой упаковки было повреждено стекло защитное, которое они положили как подарок к телефону. Оно было полностью треснутое, его использовать было нельзя. Так, вот так выглядит у нас этому сторону. Вот так выглядит запечатанная коробка. Телефон, ну, немного, да, помялся, немного все-таки его побросали, но я хочу сказать, что это намного меньше, чем в прошлый раз было с моим Poco M3. Вот так выглядит коробка, вот так Poco M3. Коробки одинаковые, по-моему, только название отличается. Ладно, это мы отложим, M3, потом сделаем сравнение, так сказать, топы конец 2021 года и топ 2020 года. Вот эти два телефона. Вот так выглядит Poco M3. Так, ладно, давайте раскроем, посмотрим. Никаких подарков не положили, похоже. Раньше ложили. Ну, тут другой магазин был. Стекло защитное клали. Ладно. Придется докупать. Запах вообще никакого нет от коробки. Итак, достаем. Первый раз смотрим. Может, тут вообще кирпич. Так, ага. Стандартно у нас бумажки. Скрепка. Скрепка интересная, первый раз такую вижу. Наклейки. Тоже раньше наклейки не клали, это вот первый раз с Poco. Everything you need, nothing you don't. Все, что тебе нужно, ничего. Все, что тебе нужно, nothing you don't. Переведите, кто знает. Все, что тебе нужно, ничего тебе не нужно. Так, что ли? Так, книжица, еще книжица. Чехол силиконовый.
Кстати, даже неплохого качества, нормальный. В общем, вот комплектация, это то, что было в этом. Так, дальше, сам непосредственно телефон. О, желтый, я даже не помню, какого цвета я его заказывал. По-моему, правда желтый, потому что довольно долго шел телефон. Где-то 2 недели, наверное, шел, может быть дольше даже. Для обычно телефона идут как-то быстро, более дорогие покупки быстрее идут. Так, зарядное устройство. Так, у меня сейчас нет зарядки с Poco M3, но, по-моему, там поменьше немного. Здесь 33 ватта быстрая зарядка, это довольно неплохо. Будет заряжать 5000 мА здесь, которые есть, довольно быстро будет их заряжать. И USB, собственно говоря. Красный. Первый раз тоже. Обычно у них желтый, по-моему. Type-C. В общем, вот вся комплектация. Этот мы убираем. Вот. Так, все, ладно. Это чтоб не мешало. Телефон. Так, сразу хочется сравнить по размеру. Так, давайте снимем эту. Что у нас тут написано? MediaTek Dimensity 810, 33 ватта быстрая зарядка, 90 Гц. Дисплей, разрешение динамика 50 мегапикселей, камера 16 мегапикселей, фронтальная камера. Так, здесь у нас email, ладно. Потом замалюю email. Так, ладно. Раскрываем. Так, немного косячок с наклейкой, с наклеенным защитной пленкой, пузырек. В прошлый раз никогда ни разу не было. Вот сколько телефоны покупал, новые, уже в последнее время начали клеить защитные пленки уже с завода. И здесь она тоже есть. Но здесь с пузырьком никогда не было. И вот и здесь и внизу пузырек. Обычно наклеено вообще идеально, потому что на заводе клеится, там автоматом, наверное. В общем, вот так выглядит. Кстати, желтый цвет довольно неплох. Вот здесь отличается. То есть он как бы из 3 цветов. Черный, желтый сзади и еще золотистый по всему периметру. Выглядит, кстати, лучше, чем, мне нравится больше, чем Poco M3 внешне. У меня был желтый Poco M3. Так, ну, кстати, по размеру они, ну, если не один в один, то прям очень похожи. Наверное, даже надо сравнить характеристики, но по ощущениям они одинаковые по размеру. Так, здесь у нас Made in China, номер модели, 5G значок, куча камер, написано 50 мегапикселей. Такое немного шершавое, но не сильно. И вот это тоже. Здесь гладко. Так, здесь у нас кнопка с отпечатком пальцев, кнопка громкости и лоток. Тут либо 2 симки, либо 1 флешка и 1 симка.
Так, ну запустим, давайте. Вот так нас встречает ну, как бы очень похоже по весу. Ну, чуть-чуть кажется, как будто М3 чуть-чуть тяжелее. Кажется. Надо сравнить характеристики. Первоначальную настройку проходим. Телефон пришел наполовину заряженный. Стандартный Miyoo карусель обоев. Посмотрим, как выглядит начальный экран. То, что в этом в Poco M3 вот такой черно-красный. Это родная заставка экрана. Посмотрим, что придумали для Poco M4 Pro. Какую заставку на главный экран. Довольно тугой лоток. Ну да, одна сим-карта, либо две сим-карты, либо одна сим-карта и одна флешка. Такая же заставка. Фантазии не хватило Poco придумать какой-нибудь. Так, ну вот на максимальной яркости два экрана. Poco M4 Pro заметно чуть-чуть быстрее. Экран. Давайте установим частоту 90 Гц. Здесь у нас 60 на Poco M3, на Poco M4 уже 90, если установить в настройках. Так, о телефоне. Также 12,5 это идет, но скорее всего уже можно обновить. Сейчас интернет подключу. Скорее всего можно уже обновить
Этот Poco M3 у меня обновлен до 12.5.6. Этот с магазина с 12.5.2. Ну, я думаю, обновится так же, как и M3, если подключить его к интернету. Четыре гигабайта оперативной памяти. 8 ядер. Здесь 2 ГГц. В M4 уже 2,4. Android 11. MIUI, я думаю, одинаковые будут. Ну, внутренняя память в зависимости от... По ощущениям, экран в M3 ярче и как будто бы более белей. Не знаю, на камеру это видно либо нет. Но в M4 Pro все-таки 90 Гц. Но это мы еще будем проверять в тесте. Сейчас только такой первый взгляд. В тесте проверим, сколько реально частота у этого телефона. Ну и так по настрою и сравним по производительности впритык M4 Pro и M3. Как, ну, уже по ощущениям видно, даже по запуску приложения, что M4 все-таки побыстрее будет, пошустрее. Еще также нужно будет пройтись по минусам. То есть я хочу проверить, в интернете видел обзоры, и многие люди там некоторые минусы выделяют, их нужно проверить. Там и GPS-сигнал, и хрип в динамике, это все можно проверить, и прямо хочу сравнить с M3. Хочется вообще понять, насколько этот телефон, ну, по сравнению, какие, допустим, улучшения есть, это понятно, там 90 Гц, более быстрый экран, но не ухудшилось ли по сравнению с M3 что-то другое такое важное, там, например, качество связи, качество GPS-сигнала, какие-то такие важные моменты. А то, может быть, этот телефон вроде как и новей, и даже дороже, но, может быть, он по каким-то параметрам уступает M3, это стоит проверить. Так что подписывайтесь на канал, буду сравнивать эти два телефона друг с другом. Пока сложно что-то сказать. По дизайну этот M4 Pro красивее. И окрас лучше, покачественнее вот эта поверхность, чем в M3. Здесь в M4 лучшие. Ну и да, в принципе по внешнему, ну и сзади вот эта вот часть красивее. И плюс тройной окрас, цвет отличается с периметра. На M3 все как-то проще, прям сильно проще внешне. Быстрее тоже уже ощущается то, что он шустрее, даже вот просто по запускам приложений. Ну, посмотреть теперь нужно, как качество связи. А так в целом по разъемам здесь переехал в M4 разъем для наушников сверху, переехал вниз по сравнению с M3. Здесь у нас только сверху только инфракрасный порт и динамик. И микрофон. А здесь микрофон и наушники. Не знаю, насколько удобно наушники снизу, кому как нравится. Мне кажется, сверху, наверное, все-таки удобней. По расположению кнопок все, блин, одинаково. Ну ладно, до следующего видео. В следующем видео протестирую эти два телефона. Сравню их между собой по производительности. Проверим реальную частоту экрана. Правда ли тут 90 Гц есть. И посмотрим, какие минусы у этого телефона есть. Точнее, они уже известны, эти минусы. Нужно просто их проверить, реально ли они оказывают какое-то влияние. Например, там говорят о плохом GPS-сигнале, о плохом пропадании иногда GSM-сигнале, ну то есть связи 4G там. И хрип разговорного динамика тоже надо проверить. Некоторые люди в обзорах указывают на хрип. Посмотрим это все. На этом все. Всем пока.